Всем привет! Меня зовут Антон Карнаушенко, и мне нужно с вами поговорить. Говорить с вами мы будем о образовании. В 2016 году я закончил лицей. Мои одноклассники поступили в институты. Либо они правда знали, чего хотят, либо по наставлению родителей. Но не я. Мне хотелось больше узнать о жизни, о разных работах и о том, как можно провести свою жизнь. У меня были различные хобби. Мне нравилось программирование, веб-дизайн, гейм-дизайн, маппинг, создание карт для компьютерных игр, администрирование игровых серверов и прочие направления. В один из дней я создал свой YouTube канал, и это меня полностью поглотило. Я съехал от родителей, начал вести беспорядочный образ жизни и стал жить мечтой стать рок-звездой, популярным. Мне нравилось это, но с каждым месяцем мой пыл угасал. Мне становилось труднее, и все меньше хотелось посвящать этому свою жизнь. Еще мне очень нравятся татуировки, и я вкладываю в них смысл. Они для меня напоминание о том, куда я иду. Я не знаю дороги, поэтому строю ее сам. В один из периодов жизни, полностью опустошившись от создания контента, я поставил себе сроки. Время, которое я даю себе, чтобы стать рок-звездой. 23 года. Отсюда и взялось то самое 23 на моем лице. Мною было решено, если до дня рождения я не набираю на своем канале 1 000 000 зрителей, подписанных на мой канал, то выбираю известную всем дорогу. Образование, диплом, семья, построение обычной, типичной ячейки общества. День рождения уже прошел, и, как вы можете заметить, популярным, как я мечтал, я так и не стал. А обещания, данные себе, нужно выполнять. Поэтому я начал выбирать вузы, узнавать, какие специальности есть, сколько стоит образование в той или иной стране и какие возможности мне это даст. Начал копить деньги, подрабатывал, мне помогали близкие. В конце концов, я стал совсем близок к своей цели. В один из дней произошло самое страшное, что может произойти в жизни. Я проснулся от взрыва возле моего дома. Оказалось, все очень просто и иронично. Соседняя страна, без понятия, как теперь ее называть. Россия, Рашка, Осия, начала необъявленную войну. Мне было очень страшно. Первый месяц я каждый день просыпался с мыслями о том, что все закончилось и наступил мир, но месяцы шли один за другим, первый, второй, третий, четвертый. Стало ясно, это надолго. К этому моменту я начал получать ответы от вузов, которые меня интересовали. И наступил тот самый заветный счастливый день. Я получил письмо, в котором было написано: «Чувак, ты зачислен». Я был счастлив, ведь несмотря на весь страх, который меня окружает, я получил возможность на достойное будущее. Стать специалистом, найти себе достойную работу, строить полноценную ячейку общества и быть уверенным в своем будущем. Все, что мне оставалось, это дождаться посылки со своими документами. Они должны были отправиться экспресс-почтой, но пришли только спустя 1,5 месяца. Дальше ничего не предвещало беды, но эти 1,5 месяца стали решающими в моей жизни. Наша Конституция гарантирует право учиться в любом понравившемся тебе вузе. Но помимо Конституции есть негласные распоряжения, законы. И в один из дней вышел закон, запрещающий студентам иностранных вузов учиться на дневной форме обучения. Ну, как запрещающий? Теоретически можно заниматься плаванием, борьбой, кинетотерапией дистанционно. Конечно, нельзя получить достойное образование, созваниваясь с преподавателем по борьбе через Skype. Конечно, мне показалось, что это ошибка, но углубившись в это детальней, я узнал, это оказалось правдой. Моя жизнь стала под угрозой стать 30-летним мужиком, без достойного образования, которое я заслуживаю, с галимой работой, которую я не люблю. Решив, что это ошибка, что у государственной власти просто мало времени в это вникать, я нашел петицию, которую должен был рассмотреть президент. Для рассмотрения петиции требовалось 25 000 голосов. Это очень много. Я рассказывал о проблеме друзьям, родственникам. И наступил тот самый день, когда петиция набрала необходимые 25 000 голосов. Я был счастлив и верил в то, что наконец-то могу получить желаемое образование и стать полноценным участником социума. Дальше я ждал. У меня был ажиотаж, и я понимал, что ждать придется больше месяца, но все равно каждый день проверял, пришел ли ответ. Спустя примерно 2 месяца пришел долгожданный ответ. Я его плохо помню, цитирую по памяти. Передать на рассмотрение премьер-министру Шмыгалю.
Прошел месяц, два, полгода. Меня еще не выгнали из универа, но теперь я не знаю, к чему стремиться, о чем мечтать. Иногда мне хочется простого, чтобы следующий день не наступил. Что ж, теперь я могу показать вам свою пустую зачетку и пожелать: учитесь, развивайтесь и думайте о своем будущем заранее. Никогда не знаем, что будет завтра. Всем мира и удачи!